Представители знака зодиака Овен. Овны, мои дорогие, здравствуйте. Таро расклад, таро прогноз. Что вам по судьбе? Неожиданности до конца года. Что, может быть, нужно знать, важно знать? Давайте немножко попытаемся заглянуть вперед. Что такое по судьбе? Иногда это то, что мы хотим получить. А порой, может быть, если мы с позиции неожиданности, может быть и какие-то ситуации непреодолимой силы. Но мы еще с вами рассмотрим сюрпризы. Поэтому давайте попробуем сделать такое видео. У меня на канале «Что по судьбе». Вот это, наверное, для всех знаков зодиака первая серия видео. Итак, достанем карты. Первая у нас будет называться «Что важно знать» или «Что может быть, ну, как стратегия ваша» или в целом фон до конца года. И я должна сказать, конец ноября, кто меня смотрит сейчас, и декабрь, сфера отношений, личная жизнь или отношения в социуме, соседи, работа, коллеги, руководители, ну вот какой-то либо нейтралитет с людьми сложными нам предполагается планетарно, как будто следует навести, чтобы не было для нас вот через людей каких-то неожиданностей. Вот эта сфера должна быть, ну, как минимум, либо обустроена, либо сбалансирована. Ну вот, может быть, нам как раз что-то подобное карты и скажут. Вторая карта – неожиданности, сюрпризы, бонусы какие-то, ваши действия. Вот так рассмотрим. Каков результат? И совет от карт. Давайте узнаем. Первая карта – Луна. А правда, у кого-то может быть, знаете, как Гордиев узел или какое-то Соломоново решение, словно нужно принять. По карте Луна не спешите. И, видимо, какая-то, может быть, обстановка. Вот меня люди смотрят из разных стран. Сама по себе обстановка на вас может влиять таким образом, что я не знаю, как мне сейчас правильно поступить, сориентироваться. У кого-то из вас может быть... Вы словно на развилке судьбы между работами, вы хотите что-то изменить, может быть, и сферу деятельности. Слушайте свою интуицию, безусловно, об этом нам говорит карта. И старшего аркана тут действительно вы где-то во власти судьбы или обстоятельств можете находиться до конца года. Дайте я вторую карту достану, мои дорогие овны. Ничего мне не понятно по этой луне. Это так где-то и есть. Чего это касается? В таких непонятках. А вот правда личная жизнь, посмотрите, очень хорошая карта. Рыцарь кубков, хорошее настроение, вдохновение, когда нам могут делать комплименты, подарки, что-то приятное, доброе, хорошее. Но отчасти карта нас призывает не строить долгоиграющие планы или какие-то грандиозные, основанные на том, что пусть нам сделали комплимент, или к нам хорошо относятся, или отношения какие-то, но тоже не забегать одним словом вперед, радоваться моменту, мои дорогие. А судя по карте Луна, вам как раз и захочется стабильности. И если где-то что-то получилось со знаком плюс, захочется именно как-то это продолжить, укрепить, усилить или подумать о том, что ну все, вот теперь в этом пункте моей жизни или в этих отношениях наступила ясность. Но все-таки рыцарь кубков не совсем про ту ясность, которая на десятилетия. Нет, что-то будет меняться. Давайте, а что еще? И паж жезлов, вот посмотрите, а паж жезлов – это ваша энергетика, это то, что мы хотим осуществить. Или какая-то идея. У кого-то это идея, касаемая работы, у кого-то из вас это дела детей, которым вам придется как будто заниматься. Вообще, обе эти карты очень позитивные. Может быть, как раз это Луна, своеобразный выбор для вас, который вам нужно будет сделать. Давайте мы узнаем. Неожиданность, чего это будет касаться? Ожидания. Вот, видимо, для вас, мои дорогие овны, а для овна, правда, можно сказать, когда приходится, или оно само что-то ставится на паузу, или дела как будто идут неспешно, словно тянутся. Вот по времени, ну, какое-то бесконечное ожидание. Для вас это может быть как неожиданность, когда хочется, ну, какого-то реванша и все расставить по местам. Всего-то навсего, мои дорогие, набраться терпения. И отчасти королева кубков про Луну, если мы говорим, это как раз и может быть
как состояние, знаете, вот для кого-то может проиграться, мои дорогие девочки, женщины, как состояние беременности, правда? Для кого-то так, известия. Или какие-то известия от ваших близких родственников. Все-таки по карте королева кубков идут наши ближайшие партнеры, супруг, супруга. Может быть, какие-то новости придут, неожиданности. Но ведь это сама по себе карта все же неспешности, интуиции, опять же, с картой Луны. И еще есть такой момент, что вы просто будете заниматься домом, семьей, и в принципе как таковых неожиданностей нет, мои дорогие овны. Хорошо, сюрпризы. А сюрпризы будут. Но сюрпризы это имеется в виду со знаком плюс, мои дорогие овны. Карта шута. Но здесь у нас шут такой, который жонглирует всем зодиаком. Да, мы должны надеяться сами на себя, но здесь как могут, правда, в виде сюрпризов быть какие-то предложения для людей, которые один или одна, это может быть новое знакомство, точно может быть такое. И если вы не хотите, вам надоело одиночество, ну, значит, надо продумать свою стратегию, тактику, где я могу познакомиться. В равной мере это касается как девушек, девочек, так и мужчин. По карте нулевого аркана все-таки быть большим реалистом, но и каким-то вдохновением, как будто проникнуться. И все же это элемент есть обновления, и это может проиграться как в работе, например, да, но значит, как, к примеру, смена графика работы или смена руководителя, или, может быть, какой-то порядок, какой-то регламент на работе даже, да, пусть это будет в чем-то небольшом, но для вас это будут возможности. Руку на пульсе, как будто нам точно следует ждать. У вас на сюрпризы старший аркан, нулевой. В этой колоде карт я вспоминаю слова Эйнштейна. Только дурак нуждается в порядке, гений господствует над хаосом. То есть не время какой-то порядок наводить или что-то планировать на далекий период времени. Вот прожить, наверное, до конца года теми событиями или отчасти, ну, по двум планетам, которые в ретро-движении находятся в знаке зодиака Телец, это Юпитер и Уран до конца года, тут сами по себе могут быть какие-то перемены, открывая, опять же, для вас какие-то возможности. Даже если что-то будет поначалу непонятно. По карте Шута второй иллюминатов – это хаос перед началом творения. Поэтому какая-то словно заварушка, которая в последующем, если вы внимательно на нашу реальность переложите, для вас будут. Это новые перспективы, мои дорогие. Давайте ваши действия. Но вообще так тяжеловато. Брось вот эти 10 жезлов, отдыхайте. Может быть, поэтому вас карты никуда не торопят. Вам и говорят, что ваша неожиданность – отдохнуть, уделить внимание самому себе, близким, подумать о личной жизни, как-то исправить, может быть, что-то или начать заново. Может быть, вполне такое. Может быть, человек для вас как раз с учетом ретро Юпитера и ретро Урана – это какие-то прежние знакомства, которых, может быть, людей прежде мы общались, а потом долго не видели, не слышали. Или какая-то была дружба, она словно может возобновиться. Или мы случайно встретим таких людей. И вполне вероятно, ну, как у кого-то чувства могут с новой силой всколыхнуться запросто. Или какой-то интерес появится к человеку, как будто по-новому. Вот личной жизни, правда, уделить внимание. Ну, а если ваши действия, не перегружайте себя, повторяюсь, отдыхайте, мои дорогие овны. Хорошо. Каков результат, если вы будете отдыхать, вот где-то прислушаетесь к картам, ну вот вам и результат. Иногда на самом деле карта победителя. Ваша задача сейчас никуда не торопиться, ничего не форсировать. Ваша неожиданность в некоторой остановке, внимание к деталям, опять же, и использовать как предоставляющиеся какие-то новый формат отношений или какие-то изменения на работе, или возможность продумывать, может быть, и по заработкам, хотя про деньги нам ни одной карты не выпало. Повторяюсь, личная жизнь. И сохранять те позиции, которые у вас уже есть. Карта победителя об этом нам говорит. Ну, прекрасно. Расслабьтесь. Вот насколько это возможно для вас, мои дорогие, но не время вот как и себя нагружать чем-то, какими-то делами, которые, знаете,
для вас не важны, может быть, для кого-то важны, но вы люди сильные, вы многое сможете, как сами и решить, и сделать буквально, скреативить даже, может быть, что-то. Но вопрос идет целесообразности, что это может быть нужно кому-то другому, не вам. Поэтому несколько карт нам об отдыхе, и как раз по карте Луна все, что касается личной жизни, в паре жизни, чувств, нежности, ласки. Это все со знаком плюс, с учетом еще и королевы кубков. Совет от карт. Ну, где-то нос по ветру нужно держать. У кого-то, правда, какое-то предложение выльется в последующий грандиозный проект лет на 10-20. По этой карте деньги вы получите, можно не переживать. Но время, видимо, что-то переосмыслить и построить планы на будущее. Но еще не время действовать. Быть внимательным к деталям. Об этом нам говорят карты. Вас могут порадовать дети. Что-то у них получится доброе, хорошее, а вы будете счастливы от успехов вашего ребенка. И пусть эти дети будут достаточно взрослые уже, как будто есть продолжение, которое, ну, где-то и для души, и для вашего интереса, и для кармана тоже. Перекладывайте на себя, мои дорогие овны, и будьте счастливы и любимы всегда.